Власти говорят, ситуация под контролем, но улицы столицы выглядят как во время войны, а число жертв среди протестующих зашкаливает. Есть и реакция Трампа. Он пригрозил режиму ударом невиданной силы. Ночной кошмар Кремля. У Киева появится возможность ударить туда, куда раньше не могли. А помогают с новым оружием так ненавистные Москве англосаксы. Знаменитый остров-курорт стал смертельно опасным для российской элиты. Сначала там пропал партнер олигарха, теперь погиб дипломат, а может и разведчик под прикрытием. Позориться так до конца. Новые приключения российского флота. В прессу просочились обидные подробности операции по захвату теневого танкера американцами. Доллар проседает, евро растет, золото ставит очередной рекорд. Причем тут Трамп? Расскажем. Царь не настоящий. О двойниках Путина заговорили на Западе. Слово взял бывший начальник одной из самых крутых разведок мира. Об этих и других событиях к вечеру понедельника, 12 января. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Власти Ирана пытаются потопить протесты в крови. По данным правозащитников, количество жертв среди протестующих резко выросло и составило почти 500 человек. Дональд Трамп считает, что иранский режим начинает пересекать красные линии. Эти лидеры, если их так можно назвать, правят с помощью насилия, и мы относимся к этому очень серьезно. Военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем несколько очень жестких вариантов. Трамп заявил, что руководство режима запросило переговоры и встречу уже готовят. Но, возможно, президент учел годовой опыт диалога с Путиным, который таким образом просто тянет время. Так что хозяин Белого дома тут же оговорился. США могут ударить и до встречи с представителями Аятоллы. Они, вероятно, уже воспринимают это всерьез после того, как прошли через многое за годы, в которые имели дело со мной. Удары Сулеймани, Аль-Багдади, уничтожение иранской ядерной угрозы и совсем недавно Венесуэла. По данным Политика и Reuters, в Белом доме обсуждают точечные удары и кибератаки без ввода войск. Параллельно США рассматривают передачу протестующим Starlink, чтобы обойти интернет-блокаду. На фоне этого сын свергнутого шаха Реза Пехлеви уже призвал к захвату власти и готов вернуться в страну. Местами протесты давно носят характер восстания, и со стороны силовиков потери достигли полусотни. Иран накануне устами спикера парламента пригрозил ударами по базам США. На что Трамп пообещал ранее невиданный ответ. Напомним, что Соединенные Штаты, действуя совместно с Израилем, в июне уже нанесли мощный и безнаказанный удар по иранским бункерам, где велись разработки ядерного оружия. Иранское ПВО, в том числе российские С-300, оказались тогда полностью бессильными. Лондон запускает проект Nightfall, новую баллистическую ракету для Украины. Дальность почти 500 километров, боеголовка 200 килограмм. В британском Минобороны прямо говорят, это оружие, которое может долететь до Москвы. Сейчас объявлен ускоренный конкурс. 3 команды получат по 9 миллионов фунтов каждая и должны за 12 месяцев спроектировать и собрать первые ракеты для испытаний. Контракты планируют подписать уже в марте. Цена одной ракеты до 800 тысяч фунтов, производство не менее 10 штук в месяц, время полета до 10 минут, а точность до 5 метров благодаря GPS. В Лондоне подчеркивают, Nightfall создается в первую очередь для Украины, но потом пойдет и в арсенал британской армии. Параллельно Британия запускает для Киева производство дронов «Октопус» для перехвата российских БПЛА.
Россия снова бьет по столице и другим городам Украины. Только ночью агрессор запустил более 150 БПЛА различных типов. 135 дронов были сбиты или подавлены, но попаданий избежать не удалось. В Киеве, в Соломенском районе вспыхнули 2 пожара. Атаки прошли и по регионам. Россия второй раз за 2 дня ударила по критической инфраструктуре Житомирской области. Там возникли пожары. Одесса и область тоже под ударом. Повреждены дома, энергетика и административные здания. Ранены 2 человека. Часть районов осталась без света. Тепло и воду уже вернули. Восстановление продолжается. В Кремле все чаще выводят на публику не самого Путина, а его двойников. Об этом пишет не профессор Валерий Соловей из своей московской квартиры, а британская пресса, в частности The Sun, со ссылкой на западных экспертов. Цель использования дублеров простая – снизить риск покушений на фоне войны против Украины и ударов по территории РФ. Эту версию подтвердил бывший глава Ми-6 Ричард Дирлов. Это почти нормальная мера безопасности для такого человека, как Путин, который является очень заметной мишенью. Имейте в виду, что убийства были довольно распространенной частью российской политики на протяжении многих лет. И, конечно, он стал бы мишенью беспилотника и для украинцев, если бы они могли точно знать, где он был, когда. Массовые мероприятия, поездки, визиты на заводы. Там двойники допустимы, считает бывший шеф британской разведки. А вот в ряде других случаев нет. Дублеры вряд ли применяются на личных встречах, поскольку крайне сложно убедительно имитировать Путина на таком близком расстоянии. Британское издание напомнило о публикации японских коллег. Журналисты канала TBS в 2023 году с помощью искусственного интеллекта сравнили видео Путина. Вывод: на параде 9 мая он был сам, а вот на Крымском мосту годом ранее, вероятно, двойник. Сходства только чуть больше 50%. А тем временем в последние 2 недели пресс-служба Кремля, скорее всего, кормит зрителя так называемыми консервами, записями, которые можно было сделать заранее. Путин никак не реагирует на поистине важные события. После нашего недавнего сюжета об исчезновении российского руководителя подчиненные Пескова выложили поздравления хозяина Кремля работникам прокуратуры. Это, конечно, гораздо важнее, чем арест союзника Москвы Мадуро, захват американцами же судов российского теневого флота и критическая ситуация у иранских друзей. Кстати, как думаете, где на самом деле Путин? А вот вам еще одна загадка. В российском посольстве на Кипре нашли мертвого дипломата. Речь идет о некоем высокопоставленном сотруднике, имя и должность которого не разглашают. Тело обнаружили прямо в его рабочем кабинете, сообщает телеканал АНТ-1. Российская сторона уведомила кипрские власти с заметной задержкой. Когда полицейские приехали, их не впустили внутрь. Тело дипломата передали уже во дворе посольского комплекса. Сотрудники дипмиссии сразу заявили: расследование не нужно. По их версии, причина смерти – самоубийство. При этом есть нюанс. По версии посольства, погибший оставил предсмертную записку, но кипрским властям ее не показали. Слишком много странных деталей и слишком мало ответов. И все это на чрезвычайно интересном фоне. Накануне полиция острова объявила о пропаже известного российского бизнесмена Владислава Баумгертнера, бывшего партнера олигарха Сулеймана Керимова, занимавшего некогда должность гендиректора Уралкалия. Как думаете, совпадение? Выплывают интересные детали недавнего захвата российского корабля. Танкер «Маринера» из теневого флота не спасла даже поддержка с воздуха. Как пишет The Wall Street Journal, Москва отправила в район не только подлодку, но и авиацию, а военные РФ держали связь с экипажем даже в тот момент, когда американский спецназ уже заходил на борт с вертолетов. По данным издания, российские корабли ранее отошли на безопасное расстояние и предупредили штаб Северного флота в Мурманске о риске перестрелки. Но 2 самолета действовали более решительно и в какой-то момент предприняли акцию устрашения. Пролетели над судном береговой охраны США. Но этот прием, которым россияне пользуются десятилетиями, на Янки не подействовал, а реального сопротивления не последовало, и танкер перешел под контроль Соединенных Штатов.
Доллар начал дешеветь. А почему? В Вашингтоне начали уголовное расследование против главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Как пишет The New York Times, дело связано с ремонтом штаб-квартиры ФРС за $3 миллиарда и подозрением, что Пауэлл солгал о масштабах расходов в Конгрессе. Расследование утвердила прокурор округа Колумбия Жанин Пирро, давняя союзница Трампа. Сам Пауэлл отвечает жестко. Он считает, что дело не про ремонт, а про давление Белого дома на независимый регулятор. По его словам, администрация Трампа мстит ФРС за денежно-кредитную политику, которая не подстраивается под желание президента. Проще говоря, за отказ долгое время снижать ставку. Трамп публично ругался с Пауэллом, называл ремонт строительством Золотого дворца и угрожал судом. Теперь угрозы перешли в реальность. На кону не только кресло главы ФРС, но и вопрос, останется ли американская финансовая система независимой. Я работал в Федеральной резервной системе при 4 администрациях, как республиканской, так и демократической. В каждом случае я выполнял свои обязанности без политического страха или предвзятости, сосредоточившись исключительно на нашей задаче обеспечения ценовой стабильности и максимальной занятости. Государственная служба иногда требует твердой позиции перед лицом угроз. Ну и такое событие не могло не повлиять на рынки. Доллар потерял в цене, зато укрепились евро, британский фунт, швейцарский франк, японская иена. Немного подорожал даже биткоин, у которого в последние месяцы дела были не очень. А вот золото пробило очередной потолок в $4600 за унцию. Кремлевская пропаганда промолчала о важной дате. Накануне длительность так называемой СВО сравнялась с продолжительностью так называемой Великой Отечественной войны. Но молчание российских госсми было не случайным. Телеграм-канал «Досье. Секретный контур» утверждает, что это результат прямых указаний из Кремля. По данным источников канала, в администрации президента установку дал лично Сергей Кириенко на закрытом совещании с руководством федеральных СМИ. Отметку в 1418 дней в Кремле называют токсичным маркером. Упоминание самой цифры теперь под жестким табу. За нарушение обещаны оргвыводы от лишения субсидий до увольнений. В Украине эта дата обсуждалась широко и на самом высоком уровне. Вони хотіли повторити і повторили. Знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все. Та найгірше, що було в 20 столітті. А в прошлом выпуске мы вам рассказывали о западном военном министре, который хочет похитить Путина, и о европейских лидерах, которые обсуждают отправку войск в Гренландию из-за угроз Трампа, о подготовке к замене Кадырова и о загадочном оружии, которое использовала Дельта во время поимки Мадуро. Посмотрите, если не видели, и подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. До встречи уже утром.